Как перевести крупную сумму на покупку недвижимости в Польше из стран бывшего СНГ в 2025 году? Здравствуйте, меня зовут Людмила Лебедева, вы на канале «Инвестиции в недвижимость в Польше», и сегодня с вами поговорим именно об этом. А начнем мы с самого на сегодня непопулярного, а еще не так давно очень популярного способа перевода денег – это банковского перевода. Если опустить полностью нюансы перевода, например, из России сейчас используя транзитные какие-то страны перевода и опустить оплату за эти переводы в Польшу, то нужно еще знать одну вещь, которую необходимо сделать здесь, в Польше, чтобы в дальнейшем не потерять еще дополнительные деньги. Не только на банковском переводе, но и на том, что налоговая польская может вам предъявить. О чем я говорю? Самое главное, чтобы счет, с которого отправляют перевод, и счет, на который этот перевод придет, были оба счета открыты на одно и то же лицо. То есть имя, фамилия совпадали владельцев счета. Для чего это нужно? Дело в том, что когда вы отправляете себе, это одна история для налоговой. А когда вам, например, отправляет мама, например, из Беларуси или с Украины, и вы здесь получаете, то для налоговой в Польше это является даровизной, то есть подарок. А подарки в Польше облагаются 19% подоходного налога. И если вы переводите крупнейшую сумму для оплаты квартиры, то с нее налоговый имеет право в течение 5 лет потребовать с вас оплату 19% от всей суммы. Чтобы такого не было, что необходимо сделать? Ну, предположим, у вас нет возможности открыть на себя счет в банке отправителей, и это может делать кто-то из ваших родственников. Тогда выбирайте кого-то из ближних родственников, то есть из первой группы. Об этом я рассказывала в прошлом видео, кто входит в эту группу, когда рассказывала про наследство здесь, в Польше, на недвижимость. Итак, в первую группу у нас входят прежде всего наши ближние родственники, то есть мама, папа, то есть родители, дети, супруг, супруга. Именно эти родственники имеют право в Польше на освобождение от подоходного налога на даровизну. Но есть условия, если вы его не соблюдете, то налог все равно будет насчитан. Условие такое: вы получили деньги, то есть они у вас пришли, вы в течение месяца обязаны подать декларацию в налоговую о том, что вы получили эту самую даровизну, то есть это самый подарок в виде денежных единиц. Если в течение месяца вы подаете эту декларацию, вы освобождаетесь от оплаты подоходного налога. Не подаете, налоговый будет претендовать на то, чтобы вы этот налог в течение 5 лет заплатили. Переходим к второму и на сегодня самому популярному способу перевода денег из-за границы сюда, в Польшу, то есть из стран бывшего СНГ. Это, конечно, привоз наличных средств через границу. И если раньше это выглядело следующим образом, то есть несколько членов семьи, каждый себе в кошелек кладет по 10 тысяч УЕ и спокойно перевозит через границу, не декларируя, то на сегодня эта декларация для вашей же безопасности в обязательном порядке нужна. Почему? Потому что банки сейчас не устраивают только документы, подтверждающие происхождение ваших средств. Они хотят понимать, как эти деньги попали на территорию Польши. А следовательно, с вероятностью 90% с вас потребует подтверждение какое-то того, как вы эти деньги ввезли в страну. И самый лучший способ – это показать декларацию. Когда вы декларируете 10 тысяч УЕ на границе, это просто дополнительный ваш расход времени. Ну и понятно, что вы заявляете своей стране, что вы вывозите деньги. Но это все. Если вы действительно имеете какие-то серьезные намерения здесь, в Польше, то лучше это сделать, чтобы потом не было неожиданностей и неприятностей. Нужно ли, в принципе, еще документы о происхождении средств? Да, эти документы вам в любом случае понадобятся. Не уверена сейчас, что все банки потребуют от вас показать эти документы, но также для своего спокойствия лучше эти документы иметь. Напоминаю, какие документы являются подтверждением происхождения средств. Первое, у вас есть трудовой договор на территории страны, из которой вы вывозите деньги. То есть не договор на полгода, а как минимум на год-два, что вы получали стабильно доход, то есть у вас была зарплата, которая плюс-минус покрывает ту сумму, которую вы везли сюда в Польшу. Второе – это документ о ведении бизнеса. Это могут быть годовые отчеты, это могут быть выписки из местного КРС и так далее. Третье – это самый простой способ, к которому никогда никто не может придраться. Это договор купли-продажи недвижимости в той стране, из которой вы вывозите деньги.
Но мы все понимаем, что если сейчас привозить деньги на квартиру, то это будет не одна ходка, не две, а час и не 3. Что делать в этой ситуации? Я советую своим клиентам в этой ситуации покупать квартиры на первичном рынке, на начальном этапе строительства. Рассказываю, как это происходит. Дело в том, что когда вы покупаете новостройку в Польше, вы платите не сразу всю сумму, вы платите частями. Ну, условно, вы зашли, купили новостройку на этапе котлована, зафиксировали сумму, и у вас есть план оплат. План оплат привязан к этапам, когда новостройка закончила строительство очередного этапа. Условно, сделали котлован, вы заплатили кусок денег, поставили фундамент, вы заплатили кусок денег и так далее, и так далее, и так далее. Чем это хорошо? Это хорошо тем, что когда вы завозите деньги налом, а чаще мы завозим в УЕ, то вы здесь, в Канторе, в обменнике, меняете их на злоты и просто не приходя в банк, не кладя их на счет, вы их можете спокойно себе на счет положить небольшими суммами постепенно через банкомат. Когда вы кладете эти суммы через банкомат, вы не общаетесь напрямую с представителями банка, то есть не вызываете дополнительные вопросы на момент завода этих денег себе на счет. А следовательно, вы освобождены от того, чтобы доказывать происхождение своих средств или как вы их завезли в страну. Ну и третий способ, такой на сегодняшний день один из тоже очень популярных, хотя он перекликается с предыдущим способом, это когда вы привозите сюда деньги, вернее не привозите, а переводите в криптовалюту. Сейчас этот способ многих современных людей спасает от необходимости вести наличку. То есть вы, не буду вам рассказывать, как работает криптовалюта, я думаю, вы, если с этим сталкивались, вы прекрасно знаете, как это работает. Также вы снимаете эти деньги, через крипту выводите в нал, и также вы их переводите в злоты и заводите себе постепенно на счет. Итак, делаем выводы. Если вы планируете купить здесь, в Польше, недвижимость на деньги, которые вы хотите вывести из бывших стран СНГ, то самым лучшим способом будет покупать первичку у девелопера, потому что срок оплаты как минимум растянут как минимум на 1,5 года, а то и больше. А следовательно, вы можете спокойно привезти потихонечку деньги сюда, в Польшу. Вы не сможете у девелопера купить на последнем этапе, потому что если вы покупаете на последнем этапе, то вы должны, так же как по вторичке, сразу внести полную сумму, потому что это последний этап, а предыдущий этап девелопер уже построил. И если вы хотите сразу покупать на вторичном рынке, то вся сумма у вас должна быть. Следовательно, вы попадаете либо под огромные проценты перевода сюда через банковские переводы, либо вы привозите, получаете все декларации на границе и несколькими рейдами заводите, но заводите уже непосредственно через оператора в банк, предоставляя все документы. Это все, что сегодня я хотела вам рассказать. Подписывайтесь на наш канал, здесь постоянно и регулярно выходят полезные видео. Если вы интересуетесь инвестициями в недвижимость в Польше, я вас приглашаю присоединиться к нашему телеграм-каналу, ссылочку вы найдете в описании. А на сегодня все, до новых встреч!